Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. Недавно у нас вышло видео о том, как делать простой и правильный массаж спины. А сегодня мы покажем вам очень простой массаж воротниковой зоны, массаж шеи. Вы можете его делать своим близким в домашних условиях. Прежде чем мы начнем делать массаж, напомню правила его выполнения. Массаж нужно делать очень мягко и плавно. Он должен вызывать ощущение приятного тепла и комфорта и ни в коем случае не должен провоцировать появление сильной боли или синяков. Хотя легкая болезненность при разминании особенно скованных, напряженных мышц шеи во время первых сеансов массажа все-таки может появляться. Но речь идет только о легкой болезненности, а ни в коем случае не об усилении боли. Помните, за исключением отдельных специфических видов массажа, делать массаж с болью и синяками – это неправильно. Процедура должна быть безболезненной, она должна вызывать чувство тепла, комфорта и расслабления. При каких болезнях нужно делать массаж воротниковой зоны? В первую очередь это хронические боли в спине, то, что обычно обозначают термином остеохондроз. Но я в данном случае термин остеохондроз всегда беру в кавычки. Почему? Об этом я рассказал в другой программе, и при желании вы ее можете посмотреть. Еще массаж воротниковой зоны может быть полезен при головных болях, при болях в области затылка, вызванных напряжением и спазмом мышц шеи. Такой спазм обычно возникает при долгой работе за компьютером. Кроме того, массаж воротниковой зоны полезен при хронических болях в области надплечий. А еще он помогает при повышенном давлении, если, конечно, давление не сверхвысокое. Вот в этом случае массаж воротниковой зоны помогает снизить давление. Но что хорошо, нормальное давление такой массаж обычно не снижает. Что важно, если делать мягкий массаж воротниковой зоны регулярно, то это помогает многим людям, у которых гипертония, у которых повышенное давление, нормализовать давление даже без таблеток. Понятно, что это не основной метод лечения гипертонии, но это один из нескольких полезных способов борьбы с повышенным давлением. Еще правильный массаж помогает уменьшить нервное напряжение и улучшает кровообращение головного мозга, что, как вы понимаете, полезно после перенесенного инсульта. Не сразу после инсульта, а спустя какое-то время. Кроме того, у некоторых людей после такого массажа улучшается сон. Но не забывайте учитывать противопоказания к массажу. Список противопоказаний будет дан под роликом, не забудьте его прочитать. Делать массаж воротниковой зоны лучше сидя. Наш условно называемый пациент садится на стул, например, верхом как на коня, тогда на спинку стула нужно будет положить подушку. Если не нравится такой вариант, можно сделать по-другому. Садимся перед столом, на табуретку, например, на стол кладем опять же подушку, и теперь надо посмотреть, как правильно положить руки. Наш пациент должен найти то положение рук, в котором ему будет удобно. Например, наш пациент кладет руки на подушку, а голову кладет подбородком на руки. Или наш пациент может опять же положить руки и голову положить на руки лбом. То есть надо найти такое положение, в котором шея будет максимально расслаблена, а нашему пациенту будет максимально удобно. Можно просто положить голову на подушку, а руки, например, опустить вниз. То есть ищем, еще раз говорю, ищем удобное положение. С чем делать массаж? Кто-то из массажистов любит делать массаж с мазью специальной, кто-то любит делать массаж с маслом. Но я предпочитаю детскую присыпку, потому что с присыпкой и руки хорошо скользят, и легко захватывать мышцы. Массажист становится или садится за спиной нашего пациента. Используем присыпку. И нужно знать, что все движения идут, упрощенно говоря, к проекции сердца на спине, то есть вот до сюда. Идем при выполнении массажа воротниковой зоны сверху вниз. Для простого массажа мы будем использовать всего 3 приема. Поглаживание, растирание и разминание. Профессиональные массажисты еще часто используют вибрации, постукивание, давление, но мы их сейчас использовать не будем. То есть, еще раз говорю, мы будем использовать поглаживание, растирание и разминание. И запомните, что после каждого приема нужно делать поглаживание, то есть сверху вниз. И еще одно правило. Помните, что во время выполнения массажа полностью руки отрывать нельзя. То есть хотя бы одна рука должна оставаться на спине нашего пациента. И теперь сам массаж. Как я и сказал, начинаем с поглаживания. Медленно, плавно, не спеша нам нужно задать нашему пациенту режим успокоения.
Теперь переходим к растиранию. Ставим руки ребрами ладони на спину. Сначала растираем вот так вдоль позвоночника. То есть мы как бы движемся вниз. Теперь идем сверху вниз по бокам. Опять можно растереть вдоль позвоночника. Снова идем в бок. И переходим на поглаживание. После каждого приема мы делаем поглаживание. Теперь делаем разминание. Очень мягко и нежно прихватываем мышцы и начинаем их очень мягко и нежно разминать. Вот таким образом. И идем, как всегда, в данном случае, сверху вниз. Опять делаем поглаживание. Все делаем нежно, мягко. И можно использовать вот такой вид растирания. Кладем ладони и вот так растираем ладонями. Плотно их кладем на спину и растираем. То есть сверху и опускаемся вниз. Вот такой вариант. Ладони лежат плотно и растираем. И опять переходим к поглаживанию. Теперь снова переходим к разминанию. Еще один вариант. Захватываем мышцу и мягко, нежно пальцами разминаем мышцы в разные стороны. Вот такое движение. Опускаемся сверху вниз к проекции сердца на спине. Прорабатываем другую сторону. И снова поглаживание. Мягко, нежно и не спеша. И еще один вариант разминания. Захватили мышцу и как тесто ее слегка вот так проминаем. Только делаем очень нежно, ни в коем случае не должно быть какой-то сильной болезненности. И снова поглаживание. И можно все-таки добавить мягкий вариант вибрации. Положили ладошку и вот слегка вот так идем вниз, но совсем слегка. Как часто делать массаж? Массаж полезно делать курсом из 8-12 сеансов. Делать лучше не каждый день, а через день или 2-3 раза в неделю. И повторять курс из 8-12 сеансов можно 1-2 раза в год. В конце массажа можно усилить эффект нанесением какого-то мягкого согревающего крема. Совсем мягкий крем какой-то нужно выбрать массажный и вот аккуратненько втереть вот таким образом мазь или крем. Вот таким образом. Дорогие друзья, я хочу сказать, что каждый прием мы показывали в демонстрационном режиме. При желании вы можете делать каждый прием примерно 2 раза дольше. В целом длительность массажа воротниковой зоны от 10-15 до 20 минут. А сейчас одно важное замечание. Нужно помнить, что массаж воротниковой зоны, как, впрочем, и массаж спины, нельзя делать при воспалительных процессах.
Например, если вы застудили шею и у вас из-за этого возник шейный миозит, если у вас неожиданно возникли острые, то есть сильные боли в шее, то никакие растирания и разминания шеи в этот период нельзя делать ни в коем случае. До тех пор, пока не будет устранено воспаление. И шею в этот период ни в коем случае нельзя греть. Максимум, что можно делать в острый период для уменьшения воспаления, очень нежно втирать в шею противовоспалительный крем или мазь, чтобы снять воспаление. Например, для этого можно использовать Аэртал крем. У него уникальный состав и комплексное действие. Аэртал на сегодняшний день это единственный в России микронизированный ациклофенак в форме крема. Его основа позволяет лучше проникать в зону воспаления и помогает устранить воспаление, боль и отек. Как пользоваться кремом? Берем Аэртал крем на кончике пальцев и мягко наносим его на больной участок шеи. Что у этого крема хорошо? Он легко наносится и быстро впитывается. И при его применении нет ощущения жжения. И запах почти не ощущается. Аэртал крем экономично расходуется. Одной упаковки хватает до 10 дней лечения. Это надежное средство для дачной и домашней аптечки. Помимо острых случаев, его можно использовать еще и при хронических заболеваниях в суставах, при боли в спине, травмах, ушибах и растяжениях. При условии, конечно, что у вас нет к этому крему противопоказаний, о которых вы можете прочитать по ссылке под роликом. Только не забывайте после применения Аэртал крема тщательно помыть руки с мылом, чтобы смыть крем с кончиков пальцев во избежание попадания на слизистые глаз и рта. Дорогие друзья, и это на сегодня все. Если вам понравилась наша сегодняшняя программа по массажу, то мы постараемся продолжить массажную тему и сделаем видеоурок по массажу живота или по массажу ног. Или еще какие-то варианты вас интересуют, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях под роликом. Дорогие друзья, и под этим видео будут даны ссылки на другие наши программы о разных методах лечения спины и шеи, вы можете их посмотреть. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.